Всегда балует странными вещичками. Считает меня ребенком? Где найти такого крупного покупателя, как я? Can navigate through the dark. I'm searching for a meadow of mine till you came in with the breeze. The feeling rushes over me, spills my heart into the field. I know it. Получение кольца второй раз в жизни. Во второй раз? А кто подарил тебе кольцо в первый раз? Я серьезно. Я правда терпеть не могу своего папу, знаете? Если опубликовать в интернете все его злодеяния, он получит свыше 3000 ужасных комментариев. Возьмем, к примеру, Цубадзи. Я сразу сказала, что не буду выгуливать ее, он хозяин, пусть сам выгуливает. А потом папа прогнал ее. Но когда он бросил собаку в коридоре, он сказал: «Ты не нужна своей сестре». Я почувствовала, что задыхаюсь. Как здорово. Другие дети хотят вырастить собаку, а родители не разрешают. Знаешь что? Когда я была маленькой, то вырастила 2 кроликов. Моя сестра ненавидела их. Вы видели кроличьи какашки? Эти круглые шарики. Разве они не в одной кучке? Нет. Чуть меньше овечьего помета, один шарик за другим. Если вы близоруки, то примите их за шоколадные бобы. Я тут еще любитель шоколада. Эта метафора побуждает сильный образ. Кстати, Хунду, мы видели в твоих моментах, Вичат, что это второй раз, когда ты получила кольцо. Так, когда был первый? Есть история? Конечно. Но это не та история, о которой вы подумали. Впервые мне подарила кольцо моя лучшая подруга. Ее звали Чень Нансин. Мы вместе учились в универе и были соседями по комнате 4 года. Потом остались в Пекине и поддерживали друг друга. Мы дружили больше 10 лет. Теперь у тебя есть дом. Позови ее сюда. Она не приедет. Сильно занята работой? Нет. Она умерла в прошлом году. Извини. Все в порядке. На самом деле, я хочу рассказать вам об этом, потому что вы мои близкие друзья. Я надеюсь, она сможет жить дальше другим способом. Каждый раз, когда упоминается ее имя или когда ее истории обсуждаются среди нас, она жива. Почему я снова плачу? Мне жаль. Седжи Яо рассказал мне об этом.
Я не уверена, правильно ли я сказала. Наверное, так. Я понимаю. Сейчас она существует здесь. Чень Нансин. Нансин. Южная полярная звезда. Нет. Означает Аризема красноватая. 听落雨掉进寂静的森林，看夕阳之下远山的风景，无言的水滴，悄悄的阴雨潜入了眼睛，世界像一座安静的岛屿。 Нана, ты спишь? Что такое, господин Ма? Я уезжаю. Вот, возьми. Учитель отдал мне его. Превращает неудачу в удачу, а бедствие в благо. Храни как следует. Нана, держи разум открытым. Ходи, когда не можешь бежать, а когда не можешь ходить, медитируй. Нет непроходимых гор. Ты еще не проснулась. Иди спать. Я пойду. Спасибо, господин Ма. Когда мы вышли оттуда, он все еще выглядел сонным. Кто это? Где это место? Не может быть. Кем бы он ни был, снова не спал всю ночь. Это был ты. Правда? Ага. Ладно, хватит обо мне. Твой бывший парень из универа выкрикивал твое имя за пределами общежития. Посреди ночи. Он зажег свечи внизу, верно? Да-да, он зажег свечи. Хватит об этом. Хватит, и моя девушка, твой бывший парень тоже, он... О каком из них ты говоришь? Ху, Ты вернулась? идешь в детский сад? Эти двое твои друзья? Однокурсники. Познакомлю вас. Это Ху Юй, мой сосед. Он работает в баре каждый вечер и поет очень хорошо. Привет, Ху. Привет, Ху. Привет. Ну что, пойдем вместе, я угощаю. Ну, может, в следующий раз мы поедем к Снежной горе Мэйли посмотреть на закат. Верно. Думаешь, Ли Дзян Фэн придет, если я приглашу? Скажи здесь Бай Мандзюнь, он точно придет. Ты права. Ерунда, я напишу ему. Давай, Да-да. дай взглянуть. Нет, не пиши ему. Это еще не конец. Он сказал на днях, что помнил все, что было между вами. Он еще холост. Разве не из-за тебя? Ага. Какое это имеет отношение Помнишь, ко в мне? универе? Не говори Он глупостей. написал любовное письмо. Ага. Я помогал ему писать. Что было в письме? Перестаньте. Прядь твоих волос коснулась моей щеки. Я не хочу использовать нескользящие коврики в душевой. Хочу деревянный трап. Антисептическая пропитка. Тоже подойдет. Но его не просто чистить. Да, нужно вынимать каждый раз, но ходить по нему гораздо удобнее. Хорошо, возьмем, сниму мерки и сообщу. Хорошо. Почему не ответила на сообщение? Куда ты идешь? Разве ты не должен ходить по магазинам? Только вернулся с конюшни. Пойду, как отправлю милашку домой. Ну тогда езжай. Сяо Чунь сегодня разгружается на складе. Синь одна в кафе, ей нужна помощь, я иду помочь. Почему не ответила на сообщение? Вчера ночью пила с Наной в ее комнате, а телефон заряжался. Но ты не ответила и утром. Я сделала это намеренно, зачем спрашивать? Почему не ответила?
Кто подарил тебе кольцо в первый раз? Не скажу. Заставлю волноваться, грустить, мучиться и горевать. Прямо как я чувствовала себя вчера, когда ты сказал, что Нана может продавать товары в прямом эфире. Тоже испытай это. Нет, почему ты до сих пор обижаешься? Скажи мне. Не скажу, я занята. Береги себя. Пока. Назвала меня ребячливым. Сама ты не ребячливее. Ты слоняешься днем на коне. Я не называла тебя хвостуном. Не то чтобы нет современного транспорта. Взрослый ребенок. Травяное кольцо? Хотел провести меня этим? Может, дать тебе денег? Сначала заработай. Смотри, какой самодовольный. Езда на белом коне средь бела дня. Только чтобы увидеть тебя. Я еду в Баошань по делам и останусь там на ночь, не вернусь. Тогда счастливого пути, сдайся. Какой прилипчивый. Чень Нансин дала мне кольцо. Нансин. Осторожно. Не может быть, они сумасшедшие. Отключим телефон. Вчера отключали, не так ли? Я увидела утром, что отключен, потому включила. Алло. Извините, не знаем ее. Ваши закуски. Выпьете чай, попросите еще. Певица Нана в порядке? В порядке. В этом году работает здесь официанткой? Добавить мед в чай? Нет, спасибо. Нет? Тогда угощайтесь. Герой слишком слаб. Ждет, когда героиня его спасет? Не хочу больше это читать. Зомби съели мозг автора? Почему он слаб? Они команда против всех врагов. Героиню опозорили. Ячменный чай выглядит некрасиво. Она хочет отомстить обществу. Не представляю сцену, это ужасно, хватит писать. Что с ним такое? И вот. Слишком много персонажей. Это не возбуждающе и не мило. И у героя, и у героини есть бывшие. Разве это необходимо? Так грубо. Как забавно. В мозгу героини растут мышцы. Она всегда борется. Ячменный чай побил рекорд. Прославляет насилие. Ты прославляешь насилие? Не читайте ужасные комментарии, ладно? Эти комментарии еще цветочки. Они не так ужасны. И они заплатили за чтение глав. А ужасные отзывы, жалобы и комментарии с жаждой моей смерти я не читаю. Я знаю, но у меня просто такое чувство. Трудно описать. Нана, я хочу кое-что сказать, только не злись на меня. Что такое? Когда я узнала, что с тобой случилось, я почувствовала, как наши сердца стали очень близки. Мы видели один и тот же мир и ощутили тяжесть оскорблений и преследований. Верно? Ты сочувствуешь мне? Как и ты. Ты так мне помогла тогда, не потому ли, что чувствовала то же самое? Ладно, я просто хотела вытащить тебя из этого. Я тоже. Поэтому верь, что когда сделаешь это, сможешь взять себя в руки и двигаться дальше. Не подходи, не подходи! Это Цобадзи. Погоди, не шевелись.
Ну как? Такая мягкая. Дай снова коснусь. Что она делает? Живот – самая слабая часть тела собаки. Значит, она доверяет тебе. Она показала свою самую слабую сторону. Я поглажу? Живот становится мягче. Ты сильная. Я? Я тоже думаю, что ты сильная. Я знаю твою историю. Ты пожертвовала деньги с прямой трансляции в свой день рождения больному фанату и внесла пожертвование в проект «Надежда». Ничего особенного. Несколько десятков тысяч юаней. Это нормально, что предприниматели жертвуют десятки миллионов в день, а знаменитости жертвуют миллионы юаней в другой день. Мы часто наблюдаем такие вещи, и похоже, что десятки тысяч юаней не стоит упоминать. Но ты даже понятия не имеешь, что ты сделала. Там, где преподает моя мама, 1000 юаней покрывает расходы на обучение и проживание ребенка в течение 1 года. 100 000 юаней хватит, чтобы 30 бедных детей завершили 3-летнее обязательное образование. 30 детей! Хватит сформировать класс. Дело не в том, что мы не можем изменить мир. Напротив, все, что мы делаем, незаметно меняет мир. Если будем сильнее любить и заботиться, мир станет лучше. Если мы холодны и беспринципны, мир станет хуже. Думаю, Синь-Синь говорит про обратный образ мышления. Мы часто говорим, что не можем изменить мир, но надеемся, что мир не изменит нас. Но люди всегда меняются. Становясь старше, приобретая больше опыта и познакомившись со многими людьми, кто гарантирует, что мы не изменимся? Цобадзи! Хочешь обнять? Не осмеливаюсь. Будь храбрее. Обнимашки, попробуй. Дай попробую. Давай. Обнимашки. Кафе Юфен, почему вы выбрали эту профессию? Вы испытывали страх? Я бесстрашна. Фильмы ужасов – мои любимые фильмы. После того, как вы стали выполнять эту работу, какое главное изменение произошло в вашей жизни? Кундоу, что смотришь? Несовершенный человек. Кажется, слышала. Это варьете? Ток-шоу. Какая звезда? Гробовщица. Обычный человек. Обычный? Тогда шоу не будет популярным. Кундоу дала визитку. Она пошла к бабушке господина Се и просила подумать об этом. Что это за шоу? Ток-шоу. Не в погоне за славой. Почему не проверишь почту? Кундоу сказала, Сяочунь отправила тебе самую драгоценную вещь в мире. Какую? Доброе и нежное сердце. Проверь.
неловко. Дамай, ты спишь? Еще нет. Думаешь, хорошая идея проводить прямые эфиры? Что ты хочешь? Петь и помочь продавать продукты. Но пользователи сети оскорбят, если продашь вещи в интернете. Я поддерживаю фермеров. Могу продать продукты в деревне и помочь продвигать наше место. Ты не убегаешь? Не. И тебе уже не страшно? Страшно. Но вы, ребята, снарядили меня щитами. Теперь у меня прочные щиты, способные противостоять любым повреждениям. Ты серьезно? Я все обдумала. Нужно столкнуться со своими страхами и сделать что-то стоящее. Что мне сделать для тебя? Поболей за меня. Это просто. Вперед, 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 вперед. Этого мало. Мало? Осторожно! Вперед, вперед, вперед! Вперед, вперед, вперед! Вперед, вперед, вперед! Сядь! Вперед, вперед, вперед! Вперед, вперед, вперед! Я могу поболеть за тебя, пока лежу. Так же, как и когда стою. Вперед, вперед, вперед! Иду спать. Вперед, вперед, вперед! Буду болеть за тебя во сне. Певица Нана лучшая. Кафе Юфен. 世界像一座安静的岛屿，鱼肚白升起悄然。 Нана, ты пришла на работу? Я была в отпуске почти неделю, здесь много дел. А Хундоу занята украшением нашего дома, она не может все время работать за меня. Отлично, я очень по тебе скучала. Нана, хочешь хворост? Уже позавтракала. Иди на работу, хорошо. 我心里，等有风的时候。 Нана вернулась. Доброе утро, бабушки Сюин и Цаюнь. Как поживает твоя семья? Я не ездила домой. В гости приехала моя подруга, несколько дней провела с ней. Бабушка Цаюнь, надеюсь, вы не устали за эти дни? Нет, просто фотографировалась с ними. Фотографировать не так расслабляет, как подметать пол. Вы уже стали интернет-знаменитостями. Интернет-знаменитость? Тот, кто очень популярен в интернете. Это значит, что вы популярны и нравитесь многим людям. Отлично, популярно. Хорошо быть популярной. Приступим к работе, хорошо? 鱼肚白升起悄然无声息，等海鸟轻轻声唤起涟漪。 Привет! Привет! Подвозишь? Ланчи тоже здесь. Как жизнь? Все в порядке? Все хорошо. Я высажу их. Заходите вечером. Хорошо. Ладно, береги себя. Увидимся. Увидимся, дядя. Пока. Папа, туристов стало больше. Думаешь, это брат причастен к этому? Справился ли он один? Наверное, это Сельком. Не умеешь красиво говорить, молчи. Обидно прозвучало. Юань, разве я не хороший собеседник? Это не так. Верно. Правду слышать тяжело. Осторожно. 只有风。 Мы отремонтировали душевую в соответствии с вашим последним запросом. Но хотим добиться простоты. Поэтому декоративных элементов меньше. Акцент внимания на комнате с мягкой мебелью. Например, дивану могут понадобиться подушки. А на обеденный стол нужна скатерть. Кондоу! А про кровать... Я оставлю вас. Спасибо. Приходи домой на обед. Еще рано. Папа, тетя и Юань приехали.
Ты не знакома с моей тетей и хочет увидеть тебя. Что такое? Ничего. Это официальная встреча с родителями? Вроде того. Думаешь, слишком внезапно? Так внезапно. Самое главное, я морально не готова. И у меня нет никакого опыта. Какой опыт для этого требуется? Ты видела моего папу и знаешь Юаня. Моя тетя хороший человек, обычная домохозяйка, но может задать вопросы. Мне нужно позвонить. Позвоню сестре и маме. Видеоконференция. Конференция? Впервые, когда я пошла в дом твоего зятя, то зашла туда с работы и купила фруктов. Они просто хотят знать, что ты за человек, какая у тебя семья. Есть что-то еще, о чем я должна знать? Во время еды скажи, насколько хороша еда на вкус. И не торопись мыть посуду. Ты не прислуга. Не сиди в телефоне. Больше слушай и меньше говори. Продолжай улыбаться. Чаще пей чай. Поняла, что еще? Ничего, это не так сложно. Просто иди, Пикачу. Хорошо, Бульбазавр. Пойдем, купим фруктов. Я уже купил. Нужно, чтобы ты пришла со мной. Не нервничай. Я не нервничаю. У тебя была видеоконференция? Проинформировала их. Проинформировала? Почему не обнимешь? Они до сих пор готовят? Нет, садись. Сядь. Мама заботится о тебе, особенно моя. Она думала, брату не нужна девушка, и он хочет стать монахом. Почему? У брата был друг. Его ребенок вырос и стал монахом. Каждый раз при встрече он говорит «Амитабха». Правда? Правда. Рыба готова. Иду. Поставь здесь. Освободите место, осторожно, горячо. Тетя, хватит готовить так много блюд. Больше нет, это все. Я спросила Яо, что ты любишь есть. Он сказал, ты съешь все. Я ем все. Да, непривередливая, все ест. Так мило. Это ее фирменное блюдо. Так вот, у меня плохие кулинарные навыки, я только помогал твоей тете. Ага, твой дядя вел себя так хорошо сегодня. Предложил помочь. В обычное время ему все равно, если пролить соевый соус. К счастью, Яо и Юань не такие, как он. Здесь же Хундоу, пощади мои чувства. Ладно, не будем о нем. Давайте, накладывайте. Да, давайте. Хундоу, ешь. Хорошо. Помедленнее. Ты как голодный призрак. Я все еще расту. Давайте. Спасибо, дядя. Хундоу, Юань много говорил о тебе, когда мы были дома. Он сказал, милая сестра переехала во дворик. Он обидел тебя, но ты не рассердилась. Мама, зачем вспомнила? Она не говорит ничего плохого. Бабушка рассказывала по телефону, как Хундоу составляет ей компанию, или как Хундоу общается с ней. Хундоу даже покупает ей безделушки. Ты ей очень нравишься, верно, мама? Да, она позвонила нам на днях сказать, что ты приехала. Мы все были в восторге. Хундоу, тост за тебя. Спасибо, тетя. Я желаю вам с Яо всего наилучшего в вашей карьере и отношениях. Удачи. Спасибо, тетя и дядя. Не волнуйтесь, я позабочусь о нем. Сама сказала. Не будешь заботиться, позвоню своей тете. Если она плохо отнесется к тебе, задумайся о своем поведении. Разве можно так говорить? Верно. Точно. Она не отнесется к тебе плохо без причины. Да. Теперь для всей семьи я как кувшин с пролитой водой, верно? Делай то, что должен. Конечно, вода пролилась на меня. Давайте есть. Ешьте овощи. Спасибо. Ешьте все, что нравится. Не нравится, Хорошо. отложите. Бабушка, выпей рыбные шарики, я принесу. Дай мне. Дай мне. Съешь мою бабушка? Хорошо. 牛多摇摇，我的宝宝快睡觉。宝塔。
Я должна пойти помочь. Сиди здесь, пей свой чай. Кунду, вот фрукты. Возьми. Ланджи, я навещу дедушку Яна. Выпьешь? Нет. Лишь малость. Иди давай. Кундоу, будь как дома. Хорошо, Я дядя. пойду. Он не знает никого из своих соседей в Куньмине. Тяжелое время для него. Каждый раз, когда приезжает сюда, мы даже ночью его не видим. Всегда наносит визиты. Дядя, посмотри на этот дом, как чудесно. Вся мебель новая. Децин и его жена очень почтительны. Почему настаиваешь на переезде? Что ты хочешь? Цин, Дядя, как дела в школе? неплохо, дядя. Уже решил, куда хочешь поступить? Нет, дядя. Попроси Яу найти тебе хороший университет. Хорошо, Иди. Скажи маме больше не готовить, хватит. Позови своего папу выпить с нами. ладно. Не ходи. Я сам приведу его. Этого негодяя. Ладно, ладно, не разрешаем прийти. Дядя, давай. Давай выпьем. Давненько я с тобой не выпивал. Зачем Децин просил тебя приехать? Он не просил. У Яу появилась девушка. Ланджи не видела ее, приехала к ней. Девушка? Откуда она? Из Пекина. Его девушка купила строящийся дом. До этого он устроил хаос в деревне с Хуан, а теперь еще один человек. Смотри, какой беспорядок. Они навели вместе в нашей деревне. Спокойствия больше нет. Ты не понимаешь. Будто осиновое гнездо разворошили все приезжающие туристы. Разве не лучше, когда больше посетителей? По пути сюда я видел много киосков, установленных перед домами. Окрашенные изделия и шарфы. Ага. Все занимаются бизнесом, а кому обрабатывать землю? Что мы будем есть? Нужно обрабатывать землю. Это другой доход. Доход? Какой доход? Теперь для них есть только деньги. Абсурд. Дядя, когда я был маленьким, мой брат заболел. У нас не было денег, и мы заняли у тебя. У тебя тоже было не очень. Приложив много усилий, мы наскребли денег, но системы здравоохранения не были разработаны. На брата уходило много денег, все еще не вылечили. Когда я стал взрослым, только помнил, что моя семья была бедной. Раньше условия были плохие. Учеба не была обязательной, приходилось собирать деньги на школу. Ты разрешил Децину взять деньги, и меня потащили в школу. У меня были плохие оценки, но я все же закончил среднюю школу. Я плохо образован. Мы с первой женой хотели, чтобы Яо хорошо учился и покинул деревню. Он такой же, как его мама. С выдающимся умом. Он поступил в университет и нашел хорошо оплачиваемую работу. Его следующее поколение зажило бы хорошей жизнью. Но он настаивал на возвращении. Первые 2 года я много припирался с ним. Красильня семьи Бай разорилась, а он взял ее на себя. Я закрыл дверь и закричал. А потом даже приехали полицейские. Какой позор! Но я думал в то время, ради своего будущего я должен пойти на это, даже если опозорюсь. Ланджи сказала, каждое поколение лучше предыдущего. Мы мало читали. Но Яу пошел в университет и увидел большой мир. Он не видит вещи так, как мы. Мы должны доверять ему.
и спросить его совета, если появятся проблемы. Дядя, люди твоего положения крестьяне без денег. Люди нашего поколения эмигрируют в города на заработки. Жизнь стала лучше, но дети и старики остаются дома. Посмотри на условия. Будь у нас больше посетителей, вся семья могла бы остаться дома и заработать больше денег. Это же отлично. Сэпин, как думаешь, что произойдет с нашей деревней? Я не знаю. Не осмелюсь представить. Кто бы мог подумать несколько лет назад о продаже цветов в прямом эфире? Службы доставки работают быстро, даже не нужно брать наличные. Дядя, мы не можем браться за многие вещи в жизни. Внешний мир быстро меняется. Мы должны изменять мышление ради следующего поколения и поколений после. Верно? Впечатляет, дядя. Бабушка, я должна идти. Я хочу взять цветок. Удалю шипы. Держи. Завтра принесу, как будет готово. Хундоу, подожди. Небольшой подарок от меня и папы Яо. Возьми. Нет, тетя, я не могу. Мы впервые встретились. Возьми. Нет, тетя, это слишком. Не слишком. Бери. Возьми. Яо, после того, как проводишь Хундоу до дома, забери своего папу. Наверное, он напился. Хорошо. Спасибо за сегодняшний день, тетя. Еда очень вкусная. Я научу Яо готовить твои любимые блюда. Приготовит их для тебя. Пойдем. Хорошо, спокойной ночи. Пока.听落雨掉进寂静的森林，看夕阳直下远山的风景，无言的水滴，悄悄的阴雨潜入了眼睛，世界像一座安静的岛屿。鱼肚白升起，悄然无声息。等海鸟轻轻声唤起涟漪。等一缕阳光透过这湖面照进我心里。等有风的时候把帆扬起。云朵的倒影，月色的缺影，漫天的繁星，迷失的脚步也慢慢被抚平。四季的光阴，我看见划破长夜的流星。